Очень-очень-очень-очень рада всех видеть. Обязательно, конечно, пользуйтесь вашим чатиком, потому что сразу ощущение, что у нас с вами все-таки диалог, а не просто поговорить, да? Что я сама собой, но сама собой всегда могу у зеркала. Как вот видите, в тренде следующего года, в 2026 году, очень будет модная история – это жемчуг. Поэтому приобретайте бусы разных длин, длинные, средние, короткие. Все будет связано тоже с таким трендом «Украшайте себя». И вообще сейчас тема мы близимся уже к Новому году, поэтому у меня, конечно, будет много историй про подарки своими руками. Об этом у нас будет видео. Ну и, собственно, опять, как только я начинаю пролистывать всевозможные фотографии, вы знаете о том, что много будет фотографий, важно, не важно, нравится, не нравится. Здесь именно история насмотренности и, знаете, такое ощущение, что иногда неизвестно, когда пазлик сложится. Сейчас посмотрю. Так, здорово, здорово. Добрый вечер. Все, пошли плюсики. Очень вам рада. Слышно и видно. Ну, здорово. Как мне приятно вас слышать и видеть. Я очень рада. Ну что, как у нас будет сегодняшний вебинар устроен? Как всегда, будет очень много фотографий. Дело в том, что за это, у нас, вебинары с периодичностью выходят. Собственно, что мы за этот период я успела посетить, какие, умозаключения сделать, которыми, конечно, хочу с вами поделиться. Естественно, будет история о том, собственно, что у нас закончилось, да, что у нас будет. Дело в том, что мы такой взяли вектор, я взяла, все послушали, как это сказать, мы все подумали, я решила взять вектор относительно того, что жить здесь и сейчас, по погоде, по тому, что происходит, по направлению такому, немножко такого плыть по такому волшебному течению природы. Природа, она всегда прекрасна, всегда нам помогает, и, собственно, где как не у ней нам учиться красоте, доброте и такой человечности. Поэтому лето сменяется осенью, да? Осень сменяется зимой и так далее, и так далее. Но вот что интересно, что нет ничего, да, постоянного, все меняется. Но вот момент здесь и сейчас, он есть. И этот момент, мне кажется, он очень связан с творчеством, потому что когда мы творим, что-то делаем, создаем, мы не можем быть в лошадиной скачке, мы все равно замираем. Поэтому, когда у меня спрашивают по поводу творчества, насколько оно терапевтично, любое творчество терапевтично, любое. Будь то керамика, будь то батик, будь то акварель и так далее и тому подобное. Вот это состояние здесь и сейчас, оно очень полезно. Потом поговорю про выставки, на каких была, про какие выводы, знаете, еще тема будет красной ниточкой идти по нашему сегодняшнему вебинару, это реализация мечты и как развивать воображение. И одно из таких упражнений по развитию воображения – это как раз насмотренность. Ведь мы не можем из пустого, что-то воображать, что-то представлять. Поэтому, можно сказать, такое немножко слово, которое нам всем так приелось, это насмотренность. Да? Тренируем насмотренность, ходим на выставки, смотрим красивые фильмы, хорошие. Но на самом деле оно здесь важно, потому что оно также тренирует наше воображение. Еще будет, так сделаю анонсик, мастер-класс
фотографии с мастер-класса. Это новый мастер-класс, у нас прошел только первый урок по этому мастер-классу. И это как раз из истории «Тренируем уже активное воображение». Это немножко другая история, когда мы уже воплощаем что-то, и опять же, из наших мыслеобразов. Потом, то есть я тогда отвечу, да, на вопрос, что когда начинать можно творить, собственно, для какого возраста подходит, как детские мечты превращаются и реализуются. И, естественно, поговорим, будет у нас мастер-класс, ну, всегда мы что-то делаем ручками. А сейчас, так как приближается Новый год, естественно, все мастер-классы на наших вебинарах я буду подбирать из разряда того, что вы можете сделать своими руками и подарить. Ну или, собственно, украсить свой дом. Мне кажется, это очень здорово. И, естественно, так как мечты надо реализовать, а реализовать их без действия не получится, будут, естественно, анонсы, новости и какие-то новые мастер-классы, которые вышли в онлайн, программы и, соответственно, в студии тоже. Ну что, приготовьтесь, у меня там больше 90 фотографий, поэтому представляете, сколько сейчас будет, ну как это сказать, ловите красоты. Ну, на самом деле, начнем с классиков. Да. Это сейчас идет в Новой Третьяковской галерее, это между Октябрьской и Парк культуры выставка Карла Брюлова. И, собственно, она будет еще в 2026 году, но лучше, вот сейчас, вот смотрите, сколько людей много, но очень, кстати, удобно и здорово сделан зал, оформлен, и на самом деле, вот видите, как он красиво оформлен, да? Я стеснялась потрогать, что же это за такая обивка черная, на которой очень красиво смотрится картина. Я думала, что это вагонка, я думала, что это какие-то специальные элементы, дерево, рейки. Да, рейки были одно время очень модные, кстати, в интерьере их часто, да, тоже делают. И тут мы идем, я была со своими детьми, и Карина слегка затронула вот эту как бы инсталляцию, обивку. И я такая, и услышала я железный звук. Я, конечно, догадывалась, но я просто не думала, что настолько круто это можно сделать. Это обыкновенный профнастил, металлический, крашеный. Ну, это просто, это очень круто. Вот этот такой современный материал, совершенно холодный, вроде бы совершенно не интерьерный, да, из него же делают, наоборот, как бы заборы, да, ну, мы так их привыкли наблюдать, а тут он сделан очень качественно, очень здорово покрашен, и вот этот вот интерьер, да, на котором висят просто бесценные полотна. Кстати, были некоторые полотна из частной галереи, которые, я вам их сегодня тоже покажу, которые, в принципе, тяжело, ну, невозможно увидеть, кроме как на таких масштабных выставках. И, собственно, как вот это оформление было невероятно круто. И опять же, тема подмечать, ну, здорово так украсить какое-то событие. Мне кажется, это очень-очень круто. В общем, смотрите, это черные вот эти панели, и это профнастил. Ну, о Брюлове, наверное, можно много что рассказывать, но я думаю, что вы его прекрасно знаете. Ну, кто не знает эту картину, я, в принципе, не представляю. Мне кажется, все знают, да? Так давайте, какая это картина? Ну, наверняка вы сейчас все ответите в чатике, и здесь я могу даже не спрашивать, что это за картина. И одна из самых известных, да, его работ. Вы прекрасно знаете, что он очень много лет жил и творил в Италии. Ну, дело в том, что это еще до передвижников, соответственно, это классика, да, это классика, когда талантливый человек поступает в Академию художеств. Он родился в Санкт-Петербурге, и, между прочим, у французского, да, художника Брюло фамилия.
И вот он, собственно, поступает в Академию художеств, заканчивает ее с отличием, естественно, выигрывает грант на поездку в Италию. Ему и его брату, а его брат архитектор, оплачивают поездку, и, соответственно, они там живут, творят. Он там жил 12 лет, и там, собственно, он написал очень много эскизов и, собственно, создал это полотно. И как сказал Боротинский, то, что последний день Помпеи для русской кисти первый день. Здесь много таких тоже ходов, композиций. Ну, это классика. Классика прям действительно такой академической живописи, где, да, есть центр композиции, где есть направление, где есть история динамики и так далее и тому подобное. И здесь, когда он возвращается, он становится уже академиком, профессором. Он, ну, это вообще всадница, да, это тоже столько. У меня в детстве был плакат, висел в моей детской комнате, я ее часами разглядывала. Это, конечно, прекрасно. А потом еще, опять же, следующий год, год лошади, естественно, я сфотографировала многочисленные изображения лошадей от Брюлова. И, собственно, он становится академиком, преподает. Он, естественно, известен и богат при жизни. Между прочим, акварелей его я не видела. И здесь был целый зал его акварельных работ. Опять же, в классической технике многослойной акварели. Все прям так, помните, извините, буду несколько раз соскакивать, потому что у нас очень много было, и есть, и будет вебинаров, поэтому иногда буду перескакивать на вебинары. У нас был вебинар про многослойную акварель Великой Княжны, и я там, конечно, разбирала вот именно эту технику. И тоже он работает в классической технике, многослойной акварели, прекрасная работа, мне очень нравится. Опять же, лошадь, посмотрите, какая красавица. Это тоже акварель. Очень многие были его эскизы к оформлению Исаакиевского собора. Он действительно известен при жизни, профессор, преподает. Ему, конечно, очень дорогие заказы. И, собственно, ну, просто великий человек, который, ну, действительно много чего сделал. Когда мы шли с детьми на выставку, меня сын Руслан спрашивал: мам, ну что идти на выставку одного художника? Ну, собственно, там на один зал-то хватит его работы. Он устал ходить и читать. И когда мы, конечно, шли обратно, мы подумали о том, что, ну, сколько, да, было времени в его активной жизни, в активном творчестве, и сколько он работ успел создать, тем более таких огромных полотен, над которыми трудился много-много лет. Поэтому это, конечно, ну, просто очень много работ незаконченных, много работ в эскизных состояниях. Ну, собственно, это его автопортрет. Поэтому было очень здорово посетить эту выставку, обязательно приходите. Что еще было? Была выставка Grand Home Textile. Она проходила в Крокусе. Если честно, меня там интересует только рум-тур. Это когда идет история, вот когда несколько дизайнеров собираются и делают красивые такие билборды, да, где, собственно, какие-то тренды, какие-то сочетания интересных соединений именно в дизайне, в декоре интерьера. Мне вот как бы вот за этим я туда еду. И вот как будто бы за обстановкой вот этой комнаты. Если кто помнит, да, Икею, когда ты туда идешь, именно я туда на самом деле ходила даже не просто что-то купить, а вот просто походить и посмотреть. Вот эту выставочную историю, когда красиво оборудуют с идеей, со вкусом, вот именно комнату. Естественно, комнаты посвящены какой-то идее, да, это русский стиль, и, собственно, ею была посвящена и декорирована эта комната, опять же, лошадка, обращаю ваше внимание. Очень много сейчас
панелей, обработанной текстилем. Вот сейчас я работаю тоже с дизайнером интерьера, и у нас недавно, да, вот был заказ, вот она мне отправляла полотна, которые уже висят в комнате, и спросила: Надежда, а можно ли таким образом оборудовать ширмы, оборудовать стеновые панели и прикроватные зоны? Да, можно. Можно обработать, и это очень красиво смотрится, и это сейчас очень востребовано, и вот, пожалуйста, посмотрите, как красиво обработано текстилем, да, любая история деревянной панели, прикроватной зоны, какой-то ширмы, какого-то, я не знаю, вот опять же, чувствуете, как здорово и интересно. Прикроватная зона типа как будто бы ширма, которая смягчает углы, мне кажется, очень идейно. И опять же в нам копилочку, как можно использовать ткани. Как можно использовать ткани, наверное, я каждый урок тоже пытаюсь, и как в студии, так и онлайн. У нас есть тема, когда я рассказываю про возможности, да, про возможности, где можно использовать ткани, про разные техники, про разные... Да, все правильно, Светлана, да. Когда Брюллов, он расписывал Исаакиевский собор, он заболел, уехал в Италию, да, и там у него есть кладбище, очень, кстати, красиво тоже сделано, надгробие, и вообще такая ретроспективная выставка была, и все почитали, все посмотрели. Это, конечно, здорово, что проходят такие прекрасные выставки, на которых можно вот именно, опять же, вдохновляться и забирать, расширять свой кругозор. Вот. Итак, да, хом-текстиль. Поэтому все наши истории начинаются, вот сейчас у нас просто тоже идет основа батика, искусство росписи шелковых платков. И так как мы на одном занятии можем успеть сделать что-то одно, и обработать какую-то технику, но возможностей же много, и я там показываю, как другие художники, например, используют, как я использую, как в принципе можно использовать ваши ткани. Поэтому расширяем, опять же, кругозор. Вы делаете авторские ткани, уникальные, неповторимые. А из тканей можно сделать все, что угодно. Где используются ткани, там и можно применять ваши навыки. Обращаю ваше внимание на то же самое, да, как сетки. Сетки сейчас тоже очень популярны. Их также можно декорировать тканью. Всевозможные истории плессировки. Посмотрите на светильник, да, как сделан. Сейчас я его покажу поближе. Это тоже нам будет важно. Почему? Потому что у нас мастер-класс сегодня будет посвящен истории декорирования объемных предметов тканью. И здесь он как никогда актуален. То же самое. Все, ткань работает на просвет. Что у вас там внутри? Какая-нибудь история лампы, какая-нибудь история гирлянды, история подсвечника, все что угодно. Ткань работает на просвет. Это ее уникальное свойство, которое ее отличает от картин. Это, между прочим, трубы. Тоже пластиковые, просто декорированные, загнутые в определенный момент, да, и декорированные просто золотом. Посмотрите, какая сразу инсталляция получилась красивая. Вот почему очень важно, вот как тоже я обратила внимание с профнастилом, как украшен, да, зал в ЦДХ, я все еще ЦДХ это называю, это новая Третьяковская галерея. Вот все то же самое, подмечаем. Неизвестно, когда что-то пригодится. Вот, например, когда мы оборудовали свою выставку, да, «Красота каждого дня», то же самое. У меня стояла задача, как продемонстрировать шелковые платки. Да? Я же не могу их убрать все в лайтбоксы, не могу, их много. А, собственно, как легко и быстро, да, и декорировать, и можно будет их снимать. То же самое, где-то подсмотрено, где-то запомнено, я даже не знаю где, но вот, видимо, когда много чего у тебя внутри сохранено, вот бац, что-то нужно, и всплывает в памяти. Тоже очень
посмотрите, какая здесь меховое зеркало. Но мне, конечно, очень понравились эти гирлянды, которые которыми решается световое решение в этой комнате. И опять то же самое. У всех спинки кровати сделаны очень оригинально. И уж я не знаю, почему мне дизайнер про это спросил. Может быть, он тоже был на этой выставке Home Textile и, собственно, задал мне этот вопрос. Это инсталляция светильники. И здесь посмотрим на технику коллажа, да, как смещены. Опять пэтчворк, коллаж, лоскутная история. Все грани одной темы, когда ты используешь различные материалы, различные фактуры в одном пространстве, что тоже можно использовать на нашем мастер-классе. Угу. Актуальные тренды. Бабушка стайл на самом деле никогда не выходит из моды. Почему? Потому что иногда бабушка стайл, иногда прабабушка стайл, а иногда и прапрапрабабушка. То есть история Серебряного века, опять же, никто не отменял. Тем более сейчас у меня очень интересная такая как сказать, давайте дружить домами. Сейчас наша школа современного батика дружит с историческим обществом, которое в особняке Носова находится. Поэтому мы сейчас вместе с дизайнером, который ведет шитье, а я, естественно, расписываю. Сейчас мы изучаем архивы, и в архивах идет история живописных платьев. И мне, конечно, это невозможно интересно открывать вот прям реальные архивы журналов. Это, я не знаю, бабушка или прабабушка Бурда-Моден. И вот ты смотришь, как одевались женщины. Там прям есть сносочки, живописные платья, прям даже есть рисунки, как и в Бурда-Моден, да, есть выкройки, там такая же тема есть. И, в общем, это вот конец 19-го, начало 20 века. Так что современность равно, да, все, как это сказать, все переменное, но творчество остается всегда, и оно модно, и популярно, и востребовано. Поэтому бабушка стайл это всегда в теме. И когда тоже в Серебряном веке говорилось про историю, что модно, что супер актуально, недаром был русский бал, то открывались сундуки, а в сундуках доставались бабушкины кокошники, всевозможные красивые одеяния, и это все одевалось. Ну, значит, это у нас прапрапрабабушка. Боже, как же бы интересно узнавать свою историю, да? Угу. Актуальные тренды. Ну, это опять же соединила. Почему? Потому что мне сейчас, конечно, очень нравится, как школа современного батика с историческим обществом, ну, очень актуально. Жажда настоящего – это из истории здесь и сейчас. Здесь очень много фактуры. И на этой же выставке про Брюлова была такая тема, как вот эти вот тактильные боксы, в которых можно потрогать, ну вот, например, ткань. Да? Почему так интересно бархат? Да? Бархат, атлас, тафта, газ. Ведь это же изображение, ну, я не знаю, до каких-то просто фото, вот эта газовая фото, которая устремлялась, и она же просвечивает все. Почему именно так? Да? Можно приложить руку, посмотреть, насколько она прозрачная, насколько лежит рядом бархат и тафта, например, насколько, да, у сатинового такого переплетения блеск идет, потому что она все бликует, а насколько бархат, наоборот, в себя цвет и свет как бы вникает, да, ну, вбирает. Вот все то же самое здесь. Тактильность. Тактильность – это как раз из истории здесь и сейчас. И здесь вы тоже увидите на этом стенде много-много тактильности. Плессировка. Недаром показала вам рум-тур. И там очень много плессировки, очень много бахромы, очень много всевозможной вышивки, тактильности. Почему сейчас очень популярна опять история гобеленов и ковроткачества? Все именно от того, что тактильная история. Очень здорово все это трогать. И опять же,
Слушайте, какой у меня сегодня актуальный мастер-класс. И опять же, вас, как бы скажу, приберегите силы на наш мастер-класс, потому что там тоже все будет про тактильность. Да, прошла выставка «Тренд-трава». Она проходит в особняке Бориса Мусатова, на Старой Басманной улице. И очень в красивом особняке, отреставрированном. Уже несколько лет там проходит, и, в принципе, мне туда нравится приходить, побыть просто даже в этих зданиях. Ну, конечно, очень много хороших работ, очень много спорных работ. Но здесь опять нравится, не нравится, это тоже определенного вкуса. И, собственно, конечно, всегда можно сказать, что выставка и художник творит для зрителя, но у зрителя тоже бывает разная история того, что он предпочитает. И, собственно, у нас, опять же, у всех свои интерьеры. И кто-то любит яркие цвета, кто-то, наоборот, любит более нежные пастельные, кто-то темный, кто-то светлый. Поэтому на вкус и цвет товарищей нет. И здесь именно история о том, что кому-то, в общем, самое главное, творите. Вы найдете своих зрителей. И здесь опять была тема тактильности, тема пшеницы и всевозможных зимовых, злаковых и так далее. Сейчас осенью это тоже очень актуально. У нас скоро пойдет мастер-класс «Поле». И это будет... Здесь обратите внимание на левую сторону. Это панно из натуральных жерновов. То есть это прямо реально художник брал жернова и на них делал рисунок, наносил. Они были уже сразу выкуплены в первый же день. На них всех висел красный такой кругляшочек. Но что радует, на многих работах висят красные кружочки. Это значит, что работа уже выкуплена. Опять тема пшеницы. И мне, знаете, что очень нравится? Как устроители выставки, они сочетают работы между собой. То есть это же разные художники, разные стили, разные направления, разные материалы тактильные. Но они так здорово сочетают, выставляют работы, комбинируют вот эти залы, сочетают там панно со скульптурой, что это в принципе здорово смотреть. Как, да, коса и пшеница. Очень здорово. Здесь тоже такая тема, и вот прям собирает этот борщевик, безопасный борщевик, он из металла. То же самое, да, такой, очень много света. Ну, свет, декор, он всегда здоровский. Это и стекло, это и керамика, это и металл, это и, естественно, текстиль. Это и войлок, и мех был. Ну, естественно, я вам все работы не показываю, потому что там много было. Но я показываю то, что мне прям тоже запомнилось. Ну, были, например, меховые и войлочные светильники. Не могу сказать, что я фанат такой истории. И вы знаете, меня все время, вот не знаю, ставит в тупик вопрос, а как ухаживать, например, за картинами для батика? Да, или за абажурами для батика. Вот почему-то не возникает ни у кого вопрос, стоит меховой светильник с кучей или войлочный, и вот как интересно за ними ухаживать? Вот почему-то тоже спрашивали. Я помню, что когда у нас была выставка, я даже специально приобрела такую щетку прикольную, сметку, да, такая, как Золушка убиралась в доме. И вот, собственно, когда мне задавали этот вопрос, я показывала эту щетку. Да, пожалуйста, смахивайте пыль. Ну, наверное, в принципе, с войлочных и с меховых было все то же самое. Ну, конечно, где-то был просто перегруз как это сказать, художник решил прям все и сразу показать. И какие-то интересные находки были. Ну вот опять, да, интересная тема. Но вот как в интерьере висеть она будет с такой растяжкой, для меня немножко под вопросом. А так интересное ощущение. И прям из-за того, что это стекло и вот это ощущение слюды, прям настолько сразу вот этого ощущения леденцов на палочке, что, мне кажется, очень
идет в тему тактильности именно этих леденцов. То вот мне здесь тоже очень понравилось, как использовано состаренное дерево. Эффект денима, то есть это все девушки, прямо они делают, у них специальная мастерская, они все делают из денима, берут джинсовку, как-то ее тоже, в общем, дают ансайклинг, то есть вторую жизнь джинсовым изделиям. Не могу сказать, что мне это прям как-то очень сильно понравилось, но опять, почему бы нет? И цвет очень красивый, да, такой розовый получился от светильников. Ну, можно, наверное, я думаю, что у них много других вещей. Вообще тема вот этих полосок были и в керамике, и в стекле, и в войлоке, и вот в дениме сейчас продемонстрировала. Тема лоскутности, опять, да, печворка, ковроткачества, то есть тактильности. Угу. Она, чувствуете, очень в тему идет. Мне вот, чувствуете, в стекле. Здорово. Вот здесь опять же спил дерево. Вот мы сейчас недавно, Полина приезжала опять из Волгограда, моя ученица, если ты меня смотришь, привет, наверное, тоже приехала. У нее была задача, мы делали светильник, а подножка для светильника как раз спил из вот этого, спил из дерева. Очень здорово сделано, там проведен свет, да, там ручка, держатель для абажура, сделано очень атмосферно и красиво. Здесь, смотрите, здесь обработаны, например, Полинин дедушка, он пошел дальше, он все это еще залил эпоксидной смолой. То есть все возможно, все интересно. Главное, да, ручки и опять же насмотренность, и опять же творчество. Ну, тема посуды меня, в принципе, видимо, после моего посещения Кузнецовского, да, музея-кафе трогательного фарфора, рассказ про Кузнецовский-Дулевский завод, про теперь посещение иногда, не каждую неделю. Меня сейчас, знаете, уже сейчас спрашивают на занятиях, у меня же по субботам в студии всегда занятия, и меня теперь спрашивают: Надежда, ну какие ваши сегодняшние находки? Я не каждый день, не каждую субботу езжу на винтажную такую как бы ярмарку, да, поэтому... Ну, может, раз в 2 месяца я так посещаю, но не могу сказать, что это моя каждонедельная прогулка. Но вот здесь мне очень понравились тоже такие инсталляции из старинных, новых и таких фарфоровых произведений. Угу. Ну, конь – это будет нашей темой, я думаю, долго, особенно в зимний наш период, потому что следующий год – это год лошади, причем огненные лошади. Наверняка вы понимаете, что она мне напоминает, но об этом будет чуть дальше. Ну, конь в пальто. Шикарно. Слушайте, иногда воображению нужно просто реально пинок получить и просто сделать такую, уже за нас придумано. Просто вообрази, создай. Вот, пожалуйста, конь в пальто, ну круто же. А здесь купание красного коня. Почему нет? Ну, это же и с юмором, и классно, и здорово. И, между прочим, стоит тоже красный кружочек. Но по поводу, опять же, трендов следующего года уже сказала. Это будет год красной лошади. Поэтому тренд следующего года с показов Миу-Миу – это фартуки, всевозможные халаты. В общем, служебный роман в действии. Поэтому одеваемся в то, что, опять же, из бабушкиного сундука. Все пригодится. Ну, на самом деле, фартуки всегда актуальны. У нас фартуки, между прочим, официально заявляю, в студии современного батика можно приходить и одеваться по моде. Для всех приготовлен авторский красивый фартук. Поэтому приходите и одевайтесь в красивые актуальные фартуки. Можно даже сделать импровизированную фотосессию. А вот, между прочим, с этого фартука все и началось. Я сделала эти фартуки в августе. И потом
Мария увидела тоже эти фартуки и решила сделать всем подарки с фартуками. Мы сейчас делаем, наверное, уже 6 или 8 фартуков создали, всевозможных, разных, в разных цветовой гамме. Поэтому актуальная тема для новогодних подарков. Сейчас, когда вам будут говорить, типа, фартуки, а вы сразу говорите, так, это сейчас не только практично, но еще и модно. Поэтому в фартуках можно сейчас и работать дома, быть красивой, и выходить на улицу. А тем более в наших же фартуках это вообще будет очень-очень правильно. Поэтому вот они, фарточки, которые мы с ней создаем. Они очень интересные, мы их добавляем. Всевозможными тоже можно, да, украшать темами, росписью, можно ставить какие-то прикольные надписи, можно делать еще, украшать живописью. Поэтому разворачиваемся, да, делаем, и не забываем, что мы с вами делаем уникальные подарки, авторские. Поэтому здесь может быть что-то, что подходит в интерьер. Между прочим, опять же, немножко отсылка к Серебряному веку, модерн. Модерн, знаете, как это искусство начиналось? Там архитектор, художник, равно художник, он продумывал все. То есть он продумывал и дизайн, архитектуру дома, и, извините, домашнее платье хозяйки. Поэтому мы, собственно, опять же, думаем образно, да, обо всем. Поэтому можно потом увлечение, какие-то любимые фразы. Ну, например, наверняка есть у любой хозяйки история фирменного блюда или какой-нибудь фирменной фразы ее. Поэтому здесь то же самое, здорово подмечать. На то они и авторские подарки. То, что они сделаны с любовью и с мыслью об этом человеке. Ну, опять же, тема одежды, ансайклинга, второй жизни и какое-то декорирование одежды. Ну, например, вот у нас была, опять же, такая прям целая история за эту осень. Мы много сделали одежды, мы соединяли и тай-дай технику, и как раз с ботаническим ореолом. Ну, собственно, опять же, это тема осени. Все, нам это только все подсказывало. И, соответственно, здесь мы много чего натворили, создали. И вот так вот прям с удовольствием теперь будут носить прекрасные девушки свою одежду. Как говорится, да, сделали с любовью и носим с гордостью. Здесь очень здорово. Ой, слушайте, да, тоже с платьем. Вот Ольга, когда сделала это платье, она вообще, сарафан, она хотела вообще сделать его, ничего страшного, что я выдаю твою тайну, но ты, в принципе, уже разрешила. Всегда мы смотрим на состав. Когда мне говорят о том, что что-то смылось, да, я не спрашиваю, в какой технике вы сделали. Нет, это не про это. Я всегда спрашиваю, какой краской или красителями, на какой ткани. Поэтому вот здесь, в принципе, хотелось сделать индиго, яркий-яркий синий сарафан, но, собственно, там было всего лишь 20% хлопка. Остальное это была синтетика. Поэтому, естественно, он смылся и стал нежно-нежным. Но, мне кажется, он от этого только выиграл. Потому что на темно-синем индиго, не были бы такие яркие листья, а сейчас получился такой каскад из листьев винограда. Поэтому все, что не делается, делается к лучшему. И вот сейчас, да, его дорисуют и уже будут красоваться. Ну, здесь тема чаепитий, салфеток, подушек интерьерных. То есть настолько техника волшебная, вот этот ботанический орел, что, в принципе, здесь нету истории, сшита ваша вещь, большая ли эта вещь. Я расписала Каринины шторы в этой технике. То есть здесь нету у вас, с темой, с подрамниками, закрыли то, что вам не нужно украшать, и все, и делаете. Поэтому очень такая утилитарная техника для окрашивания больших пространств, маленьких, сшитых, все что угодно. Поэтому тоже хорошая история в копилочку.
В принципе, да, тема чаепитий. Вот сейчас, в принципе, что вы здесь видите, это и лимонные панно, и салфетка с такой техникой изящной кистью, и подушка интерьерная, тоже с такой техникой изящной кистью и соединением живописи по темной ткани. И свитшот. Здесь все сейчас начинает появляться в онлайн-школе. Уже вышел роспись темной одежды яркими лимонами. Шопер всем идет в подарок. Поэтому потихонечку мы будем открывать тему онлайн-курсов с лимонным настроением. Прям так и будет называться, лимонное настроение. А вы знаете, что вообще в принципе лимонное дерево и вот эта вот тема лимонного чаепития, это, хотя да, лимоны у нас вообще никогда не растут, но это чисто наша российская находка. Почему? Потому что когда дороги российские были очень плохие, и когда ты едешь, да, меняешь, например, лошадь, отдыхаешь, вот эти станции, да, и пережидаешь, дам подташнивало. Ну, это нормально. Меня тоже подташнивало. И, кстати, у меня не очень хороший вестибулярный аппарат, меня он тоже подташнивает. Меня единственное, где не подташнивает, это за водительским местом. А так я всегда еду с сосательной конфетой. Ну, тогда сосательных конфет, может быть, не было, хотя, я думаю, петушок на палочке-то был всегда. Но, в общем, в чем тема? Когда тебя укачивает, тебе нужно съесть что-то кислое. Конечно, была квашеная капуста и рассольчик, но не всей даме предложишь. Предлагали чай с лимоном. И он как раз снимал вот эту, изжогу, что ли, да, подташнивание. И, соответственно, поэтому лимонные деревья росли у каждого на чем? На подоконнике. Ну, в тепле же. И, собственно, вот эта подушка с лимонным деревом в катке, она и в эту тему. И узнал я это, знаете, где? В Звенигороде есть музей, и вот по поводу русского чаепития. И вот, собственно, я там узнала тоже про эту интересную особенность наших российских дорог равно русское чаепитие с лимоном. Ну и, собственно, тоже опять же, про анонсы. Как я и сказала, год красной лошади, соответственно, огненной лошади, соответственно, тема мезенской лошадки будет очень актуальна. У нас с вами будет этот мастер-класс, это роспись и вышивка бисером и вышивка мулине. Веду я, Екатерина, это 13 декабря. Специально сделали пораньше. Почему? Потому что, чтобы вы могли и научиться. Там, кстати, еще будут и золотые нити. Ну, она же огненная, она же горит. И бисером будем расшивать нашу лошадку. Поэтому приходите. У нас сколько? 3 места уже занято. Ну, соответственно, еще есть места. Поэтому приходите, будем вышивать, разговаривать и планировать следующий год. Поэтому год красной лошади. Ну, мне кажется, здесь тема этой лошади мы не обойдем. И когда я услышала про огненную лошадь, ну, честно, все знают прекрасно, что всплывает у любой художницы в голове. Поэтому также у нас будут несколько встреч с вами. Мы, в принципе, все встречи, так, как всегда, смотрите, любое творчество, оно арт-терапевтично. Любое то, что вы создаете, в принципе, это тоже равно подарок. Поэтому сейчас уж точно все наши встречи будут посвящены, ну, можно сказать, подарками своими руками. Поэтому все, что вы сделаете там в искусстве росписи шелковых платков, на всевозможных мастер-классах, это тоже может стать актуальным и украшением себя, своего интерьера и, конечно, актуальным подарком на следующий год. Поэтому я подготовила рисунки с мезенскими лошадками, которые вы можете, собственно, сразу применять. И у нас будет арт-вечера, и будут история онлайна,
тоже с мезенскими лошадками, тоже сейчас будет скоро анонс. Это, собственно, я как раз и готовлю к мастер-классу целый записанный курс. Поэтому все здесь скоро появится. К году лошади мы будем готовы. Да, еще опять же недавно, а именно 14 ноября, был день рождения, 185 лет со дня рождения Клода Моне. И так, если вы не подписаны на наш телеграм-канал «Школа современного батика», обязательно подпишитесь, потому что практически каждый день я там выкладываю что-то из жизни мастерской, онлайн-школы, из жизни, собственно, ЖЗЛ, да, жизнь замечательных людей. И вот недавно посмотрела фильм «Цвета времени». И там был рассказ вот как раз про Францию, про становление импрессионистов. Не буду спойлерить, все очень интересно. Все, как всегда, в классическом французском кино, спокойно, музыкально, с красивыми картинками. Конечно, я думаю, конечно, немножко придумано, но столько там юмора. Мне понравился фильм, поэтому посмотрите обязательно, и там будет история про создание именно этой картины. И когда я записывала курс по импрессионистам на шелке, и нам Татьяна читала эту лекцию про импрессионистов, то я, не раздумывая, знала о том, какой мне сделать ей подарок. И, собственно, эту подушку я ей подарила, потому что это одно из, я не знаю, знаковых произведений. И вот эта дорожка на солнце. Так, все, не спойлерю, смотрим. Есть в Кинопоиске. В принципе, есть в интернете тоже, забейте вот это «Цвета времени». Я смотрела в кинотеатре. Было это буквально вот в кинотеатре недавно, в 5 звезд. Может быть, сейчас это тоже где-то ведет. И это было чудо. Буквально через несколько дней у нас был субботний мастер-класс, и Лена принесла эту книжку. Как она проинтуичила, как она... В общем, это две книжки вышли с импрессионистами Моне и Ренуара, и там за столом с импрессионистом, за столом импрессиониста. И вот, собственно, рассказ о том, как художник, он и видит все вкусно. И он не может, наверное, есть или там трапезничать, когда у него... все-таки я говорю о художнике, да, который достиг чего-то, то есть там понятно, что Ван Гог перебивался, да, с воды на воду, потому что или Поль Гоген, да, жил, хотя он жил-то на острове, там фрукты были, но все равно жизнь, или вот Модельяне тоже. Мы все-таки говорим сейчас о художнике, который построил дом, собирал антиквариат. Антиквариат это для нас сейчас, а для него это тогда была нормальная фарфоровая посуда. Поэтому просто сами по себе фотографии. И, знаете, и всегда ставил букеты. Просто совершенно шикарные букеты на стол. И украшал вот эту вот трапезу. Поэтому было очень здорово. Я развлекалась. Пока девочки работали, я стараюсь максимально... я показываю работу, что мы делаем, помогаю, естественно, но стараюсь, конечно, максимально не лезть, да, в произведение художника, поэтому я такая стою и обычно вот всегда на подхвате. И здесь я развлекалась тем, что я для каждой картинки находила какую-то иллюстрацию, фотографию, подходящую по цветовой гамме. В общем, у меня такой получился коллаж из красивых картинок. Сейчас пока Лена оставила эту книжку в студии с возвратом, поэтому можно просто посмотреть, прийти и полистать. Очень здорово. И волшебно прикоснуться к такому прекрасному саду Живерни, как он обустроил все, как он это все делал. Вообще, в принципе, он был очень сильным хозяйственником, маркетологом, в общем, человеком не оторванным от земли, составлял меню на неделю, закупался, давал экономке и своей жене наставления, поэтому там все было четко.
Поэтому у нас такие красивые получились работы, волшебные. С любой рисовательной практикой у нас всегда идет еще история и академического, да, рисунка, насмотренности. Поэтому здесь мы изучали строение листа, строение капли. Мы нарисовали столько капель, что теперь девочки точно знают, что, да, как устроена капля и как ее нарисовать. Карандашом ли, красками ли. Поэтому теперь у нас мастер-класс можно назвать «1001 капля». И сейчас у нас тоже будет скоро поле. Мы также будем рисовать злаковые тушью, поэтому здесь у нас будет такая тоже рисовательная практика. Когда ты рисуешь от руки, без рисовательной практики не обойтись. Поэтому, опять же, ответ на вопрос, а нужно ли уметь рисовать? Вы рисуете, вы приходите в школу рисования по ткани. Поэтому мы, конечно, на каждом уроке ставим руку. И потихонечку, шажок за шажком, вы, естественно, оттачиваете свое мастерство. Поэтому, да, вот шажком за шажком и рождается картина. Еще немножко, еще чуть-чуть. Скоро закреплю, скоро оформлю и вам покажу результат. Ну, собственно, как сейчас и покажу результаты, которые у нас получились на нашей теме по хохломской росписи, но только на шелке. Да, я и говорила о том, что, ну, естественно, мы не делаем какую-то совсем, не стараемся делать совсем классику-классику, почему? Потому что у нас, в принципе, другой материал и, в принципе, другая задача. И, как я уже рассказывала на том вебинаре, что хохлома – это роспись, это обыкновенная, она кистевая роспись, свободная от руки. Там главная фишка именно в золотом фоне. Но золотой фон – это был не для красоты, а был больше как утилитарный. Да, обработка древесины, чтобы древесина выдерживала и тепло, и воду. Поэтому здесь я то же самое. Я начала свой рассказ, и без разницы, сделали мы это в холодном батике или в горячем. Поэтому мы все равно начали все с золотого фона. Да, подбирал каждый оттенок золота свой. И это очень круто и очень здорово. Потом, конечно, мы уже рисовали. И все-таки, да, вот из классических приемов я взяла золотой фон, и из классических приемов мы все-таки взяли кистевую такую, ну, работу свободно от руки. Поэтому что-то было по шаблонам, по созданным эскизам, да, по рисунку, потому что батик все-таки это такое произведение, оно требует какой-то подготовительного этапа, да, что все-таки краска у нас не уходила. Поэтому 1000 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот, и здесь то же самое. Поэтому что-то было в шаблоне, в рисунке, но обязательно что-то мы использовали именно кистевое. Поэтому понятно, что это мы не расписывали, да, деревянных ложек, но я постаралась максимально классические какие-то истории применить. Поэтому у нас была тема, это без разницы, холодного или горячего батика, это золотой фон, и это кистевая роспись от руки. Поэтому мы это вот создали, и у нас получились такие произведения, которые в принципе одинаковые, да, но там рисунок, но он не может получиться под копирку, потому что девочки рисовали от руки. И здесь, это вот был наш первый мастер-класс. Обычно на первых мастер-классах я всегда смотрю и тестирую, насколько вообще, потому что мой стиль работы и моя скорость – это моя. Поэтому мне важно посмотреть, конечно, на вас, за сколько мы это успеем сделать, как это сказать, проэкспериментировать, чтобы вы это сделали. И вот сейчас мы это сделали, я поняла, что там даже еще кому-то я помогала, просто уже не успевал, кто-то еще раз приходил и доделывал. Поэтому мастер-класс у нас будет идти целых 3 дня, и у него же есть анонс на следующий год. Приходите, буду очень рада, будем создавать свою хохлому, и она у каждого будет своя. Ну вот это опять же та же история. Вот, собственно, почему мне, наверное, не очень понравились платки вот на выставке и в музее хохломы, потому что
вот именно печать, но она такая немножко суховата. А эти платки мне очень нравятся. И они у каждого, опять же, свои. Но, собственно, это же история хохломской росписи, когда идет рисунок от руки. Ну, в общем, такая красота у нас получилась. Мне нравится этот мастер-класс, и он станет уже в расписании уже постоянным нашей школы. Но чем здоровский батик и чем он мне очень нравится, что даже один рисунок у вас не может быть одинаковый. Вы, опять же, рисуете от себя. Поэтому даже если... Сколько я делала одуванчиков, я уже не могу сказать, сколько я сделала листьев, сколько я сделала платков ажурных. Ну, тяжело уже просчитать, ну, наверное, точно уже больше, чем, да, пальцев на всех рук, на всех, на двух. Вот, поэтому, но они у меня никогда не повторялись. И не было такого, чтобы они были какие-то похожие. Поэтому приходите рисовать даже то, что вы уже тоже знаете. Не бойтесь повторять. Здесь нету ничего такого, ну, как бы жесткого. И на самом деле я очень жду, ведь у нас же скоро пройдет наша цикличность, пойдет следующий цикл. Нашей школе уже 10 лет. Как мы знаем, да, 12 времен, 12 животных, да, символов. Поэтому вот еще мы несколько лет порисуем то, что мы еще никогда не рисовали, а потом, вот через 12 лет у нас пойдет уже следующий цикл, и нам надо будет придумывать что-то новое. Или вторую жизнь для того, чтобы что у нас уже было. И они опять будут другие. Все увидим. Надо, ну, опять же, замечтать, подумать. Ну, осень на самом деле в этом году была прекрасная. Ну, в принципе, она и до сих пор стоит. Ноябрь еще никто не отменял. Поэтому прекрасный сухой ноябрь, волшебный, иногда холодный, иногда со снегом. Но осень реально была богатая на все-все-все создания. И честно, мне очень нравится, что мы сейчас идем, ну что ли, ноздря в ноздрю с природой. Потому что наши сезоны, они такие цикличные, и мы вдохновляемся природой. И, знаете, такое ощущение, что она как бы нас поддерживает, что ли. Дает тоже вот этих вот, ну, как бы мотиваций и подкидывает всевозможные красоты. Ну вот, например, как здесь. Когда я пошла на фотосессию вот с этими платочками, там были спилы березы. Ну, это что-то нереальное. Вот эти вот грибы, да, на березе, ну вы посмотрите. Ну, они прям очень красиво сочетались. И вот опять же история о том, что красивое рядом. Да, это спил. А, кстати, между прочим, спилы, да, помните, опять же, тема вот этих вот красивых травинок. И рассказала я про, опять же, историю, как это можно использовать в светильниках. Вот они, спилы березы. Вот она, пожалуйста, вот она. Рабочая история. Взял здесь и сейчас и начал делать. Я точно знаю. И наверняка здесь присутствуют девочки, у которых мужья или они сами тоже занимаются работами тоже по дереву. Тоже очень тактильный материал. Резьба, выжигание, всевозможные поделки. Все. И иногда, когда говорят то, что, например, нету там для этой мастерской или там не хватает, на самом деле существует очень много коворкингов. Есть коворкинги и по керамике, и по батику, и по, да, и мастерские, и по дереву тоже есть. Поэтому все можно, если есть мечта, идея, если есть цель какая-то что-то сделать, то вас ничего не остановит. Вы точно найдете место, где это создавать. Ну, сейчас я в нашей студии новой мы встречаем, это место у нас закатов. Здесь у нас всегда теперь закатное солнце. Там у нас было рассветное на электрозаводе, здесь у нас закаты. Поэтому, конечно, солнечные лучики закатные я с удовольствием ловлю. А так как ткань работает на просвет, то это прям мне очень нравится. Ну, что сказать, и за эту осень у нас несколько потоков уже идут искусство росписи шелковых платков. Девочки создают, первый раз пробуют.
вот эту историю росписи шелка, знакомиться с техниками, пробовать своими ручками сделать, создать работы. И почему я тоже это сказала? Потому что сейчас скоро пойдет история про мечты. А на самом деле мечты, ну, когда, я согласна, они должны осуществляться. Но для их осуществления нужно какое-то усилие. Поэтому вот сейчас мне очень, конечно, важна история ваших процессов. Это здорово, что там смотреть, вдохновляться, это, конечно, прекрасно. Но если у вас возникает история, что чешутся ручки, что-то хочется создать, это самое лучшее чувство, которое у вас возникает после как раз просмотров, да, и вебинаров, и вот этих вот как осуществление мечты. Мечта – это мечта, да, но для нее нужно все-таки сделать какое-то усилие. Итак, еще немножко расскажу вам еще про историю воображения. Для мечты и для того, чтобы нам, опять же, что-то вообразить. И вот знаете, как интересно, когда... Вот я, например, когда рассказываю о батике, я думаю о том, на что о нем рассказывать, ведь и так его все знают. Потому что я забываю одно, что я просто очень-очень давно влюблена в батик и очень-очень давно в нем нахожусь. Естественно, мой круг ближайший – это, конечно, девочек, которые, друзей, которые и студентов, которые знают, что такое батик. Но, поверьте мне, не все знают. И когда начинаешь рассказывать, о, батику, как интересно. Это первое. Второе, я тоже, знаете, когда мне задают вопрос, откуда брать идеи или там что нарисовать, то ты тоже вначале так впадаешь в ступор, потому что тебе не свойственна эта тема. Но это опять всегда лучше немножко расширять свои границы и смотреть чуть-чуть больше. И вот я создаю мастер-класс, это тоже будет мастер-класс онлайн, в скором времени. Но сейчас у нас прошел первый мастер-класс по развитию воображения. Прям реально тренируем активное воображение. И второе, также история о том, о ваших вопросах. Как создавать цвета, как сочетать цвета, как, собственно, смешивать. Да? И здесь тоже в этом мастер-классе будет всего лишь несколько цветов. Не вся цветовая гамма. И из нескольких цветов мы будем создавать цвета дополнительных, там, 2-го ряда, 3-го ряда, 4-го ряда, их вместе сочетать и радоваться тому, что у нас произошло, и, собственно, делать, да, анализы. То есть, в принципе, не страшно взять несколько цветов, из них что-то создать, и все то же самое, не так, знаете, сколько вешать в граммах, а смотреть здесь и сейчас, вот на палитре, создавать и смотреть, что получается. Лучше вас, лучше ваших ручек, ваших глазок никто не создаст. Вы самые главные творцы. И опять же, именно из истории здесь и сейчас. Этот мастер-класс называется «4 стихии», и он проходит, вот сейчас он идет в мастерской пока. Он на 4 декабря поставлен, это именно тоже арт-вечер. Мы из нескольких цветов создаем. Сначала ищем нужную цветовую гамму, а потом делаем в ней платок. Именно подбирая цвета, которые вы создали сами. Их нет в баночке, это не готовый цвет. Поэтому вот это здесь, ну, такая, как это сказать, художественный навык. Здесь и художественный навык из чисто такого академического, да, работы именно с палитрой, и тренировка воображения. Ну, посмотрите. Ну, классно же. Как попали с цветом, как вот эту вот историю замешали. Это вот что на акварельной бумаге, что и в цвете. И когда я говорю о том, что, ну, да, история, как мне подобрать цвет, я же тоже всегда вам говорю, пробуйте на палитре, посмотрели на кусочки ткани, высушили, подождали, посмотрели, нравится, не нравится, используйте. Вот исходите из себя, доверяйте себе. Цвет – это эмоция. А что круто в батике, в них нету некрасивых цветосочетаний. Они есть сложные, но некрасивых нет.
Поэтому здесь все здесь и сейчас. И потом у нас там 2 этапа, и потом у нас развитие воображения. Ну, мы берем, да, вот эти вот красивые наши листочки бумаги с кляксами, начинаем их вертеть, смотреть, помощь друга и что-то из этого изображать. Ну, мне кажется, здесь был актуально. Увидела, как, знаете, иногда из песчинки рождается целый мир. Я сначала увидела глаз, а потом, бац, это превратилось в кит. Да? Так, собственно, все и происходит. И, между прочим, это даже есть целая книга этому посвящена, целое направление этому посвящено, в принципе, развитию активного воображения. Мы, конечно, не уходим в какие-то психологические, но никто не отменяет. Если вас, как это, Остапа понесет, то, конечно, потом я уверена, что среди моих учеников очень много также и преподавателей, также и арт-терапевтов, также и психологов. Все так же это работает. Недаром есть специальное направление арт-терапии. И здесь, ну вот то же самое, да? Развитие активного воображения. Можно это делать на листе бумаги, как-то исходить, а можно это просто идти по дороге и встретить летящего коня. Ну вот как? И то же самое. Вспомнить о том, что, кстати, между прочим, в Пушкинском музее началась выставка Шагала, недавно открылась. Тоже будет до следующего года идти, поэтому всем обязательно туда ее посетить. И я еще не посетила, но так как, опять же, тема насмотренности, естественно, я видела полотна Шагала. Конечно, когда я увидела коня, мне почему-то сразу возник в голове, ну, его нет, конечно, у Шагала, но мне почему-то сразу захотелось использовать этот темно-синий цвет, вот эти домики, вот эту историю полетов над городом. И так у нас возник конь, его тоже он есть, у нас будет в мастерской, и будет у нас он в онлайне. Поэтому называется он «Конь Шагала». Конь Шагал. То есть летящий конь, звездный конь. Как ни назови, но все будет красиво и романтично. И все это тоже родилось вот из того, из пятна, который был просто под ногами. Ну и то же самое можно смотреть это в облаках, и там можно увидеть какие-то мысли, образы. Угу. И вот здесь, ну, мне кажется, у нас, когда у нас тоже начинаются курсы, открываются также дистанционно или в мастерской, естественно, мы знакомимся. И, между прочим, я не представилась, да? Меня зовут Надежда Лумбекова, я художник по батику, по ткани, также по акварели, и обожаю роспись ткани. И уже много-много лет творю в этой технике, создаю работы, рисую. И много-много лет уже влюбляю и вдохновляю вас этим видом творчества, видом искусства. Батик, да, относится к декоративно-прикладному виду искусства. И вот, собственно, то же самое вы рассказываете о себе. Мне кажется, эта фраза, да, этот текст Ларисы с курса, да, «Основы батика», знакомство, как нельзя, кстати, подходит. И, мне кажется, так большой восклицательный знак ставит в нашей теме про мечты. Да, мечты, они должны, хотелось бы их осуществить. На самом деле есть такая теория, что мечты, если они не осуществляются, то они забирают нашу энергию. То есть мы всегда говорим о том, что вот, когда-то в другой день, когда-то потом, вот я когда-то мечтала, но я когда-то хотела, и все это когда-то. Но да, нужно усилие. И поверьте, никогда не поздно. Как у меня есть тоже Лариса, она живет
кажется, в Калифорнии. И это, как она мне написала: Надежда, я вас, наверное, самый зрелый ученик. Когда она пришла на мой первый курс, ей было больше 80 лет. И, собственно, вот она вот так вот у меня тоже брала курсы онлайном и какое-то время училась дистанционно, делала подарки своим, ну, они играли девочками в бридж, делала подарки своим девочкам. И на самом деле вот эта история о том, что никогда не поздно, ну, делает, я надеюсь, делает, никогда не поздно начинать. Нет такого времени, чтобы было поздно. Вот когда бы вы ни начали, значит, именно сейчас нужно. Да, может быть, идти немножко тяжело, рука может не слушаться, она может быть деревянная. Все нормально, это совершенно естественно. Но, опять же, для осуществления мечты не нужно немножко все-таки и вашего усилия. Будет, может быть, тяжело. Будет, может быть, ну что за детский сад я создала? Ну что у меня там, типа, все, не мое это рисовать. Будет и такие откаты, и это нормально. Но вы уже в ней. Ну, во-первых, получится, не получится, вы уже попробовали. То есть она, опять же, уже не крадет вашей энергии, да, то есть вы уже попробовали, все, не получилось, ну все забыли, перешли к другой мечте. А получилось, ну, представляете, сколько тогда будет у вас тоже историй для, вот, например, да, например, цель у Ларисы, да, создавать прекрасные подарки своими руками и дарить. И окружать себя и своих близких красотой, которую создали вы. Поэтому мечты должны осуществляться. Времени надо просто дать время. Да, усилия тоже не проходят просто так. И здесь нужна история здесь и сейчас. Но если вы не придете, да, чисто физически не займетесь творчеством, но это так и останется. Поэтому просто дайте времени быть. И если вам именно сейчас, вы нашли это время, я не знаю, уделили себе час там или больше на творчество, значит, неважно, 50 ли вам лет, 30 лет, 40, 60, 80, значит, так нужно. Ну и теперь переходим плавно опять же, поговорили о волшебном и здоровском, и насмотренности, но, естественно, что-то мы даем и практичное на вебинарах, поэтому сейчас переходим уже к теме практики, что вы можете создать здесь и сейчас. Не надо сейчас бежать, надо сейчас просто посмотреть мастер-класс, записать какие-то полезные вещи, опять положить себе в копилочку или на ближайшее будущее, или на какое-то будущее, но вы точно уже будете знать, что так тоже можно. Недаром я вам показывала всевозможные истории каких-то тактильных, каких-то историй коллажных, да? Каких-то историй, что это все работает на просвет, трогательных. И все это может у вас произвести, да, такую вторую жизнь в создании светильничков вашими руками. Почему? Да потому что у любого художника по ткани, у любой, в принципе, даже у любой хозяйки, рисует она, не рисует, но 100% есть обрезочки ткани. Да? У нас это остается действительно много. Шелка тонкие или более, ну, мы не рисуем на совсем плотных, они супер работают на просвет. То есть ткани не должны быть очень плотные. Второе. Еще есть история о том, что они работают на просвет, да, и, соответственно, вы можете внутрь вставить либо свечку, либо наполнить свечой, воском, да, и сделать фитиль, либо историю о том, что положить туда гирлянду, тоже все работает. В принципе, это использовать как вазочку, тоже работает. То есть у вас получается такая тактильная ваза, подсвечник, украшение стола и так далее. Что вот, да, сказала и сразу показала. Это я тоже делала благодаря тоже нашему мастер-классу. Я сделала такой набор свечек и подарила их на Новый год. Купила соевый воск,
все это продается на Вайлдберрис или Озон. Заполнила аромамаслами, поставила фитиль. Я первый раз в жизни это сделала. Ну, в принципе, все то же самое. Посмотрела мастер-классы и создала. Наверное, если я не могу сказать, что я просто хорошо, сильно разбираюсь в арома, всевозможных историях, но здесь мне было важно заполнить, сделать утилитарную вещь из моих подсвечников, которые я украсила вот такими шелковыми историями. Чем будет у вас объемнее, тем у вас будет разные истории. Смотрите, здесь, видите, ровная баночка, поэтому у меня получилось ровно приклеить. Но это сейчас я расскажу на мастер-классе. Также обратите внимание на декор. Да, что можно по-разному декорировать. Можно использовать бечевку, можно использовать кружево, можно использовать просто какой-то стык, да, обработать просто резервом, краской. Можно использовать типа искусственного снега. Все можно. Главное применить и это сделать. Не оставлять это только в мечтах и фантазиях, а включить воображение, вспомнить, что мы это где-то видели, и, собственно, создать. Ну, а, собственно, сейчас я вам и покажу этот мастер-класс. Угу. Итак, для этого вам потребуются любые отрезы ткани. Но, как я и сказала, вам не нужны очень-очень плотные. Смотрите, они могут быть у вас такие, вот видите, немножко такие, как будто бы текстурные, в плессировка это может быть, или плиссе, или жаточка. Это может быть что-то ровное, тоже видите, как интересно будет использоваться тема жатки. Это может быть большие отрезы, могут быть маленькие отрезы. Не случайно я вам показывала фотографии, где как использовались коллажные техники, да, пэтчворка. В принципе, можно соединять разные количества шелка и по-разному их использовать. Можно, да, там с кружевом делать, можно гладко сделать, можно в какую-то плессировочку создать, можно, да все можно. Да, видите, сейчас можно обработать. Я здесь обработала бронзой или золотом. То есть сверху дала еще, да, такую как бы текстурную тему. Можно просто, когда вы уже сделаете, высохнет, нанести какой-то рисунок контуром. Снежинки нарисовать, звездочки, нарисовать какой-то текст написать. То есть опять все можно. Что интересно, текстурные пасты, контуры, они не работают на просвет. Поэтому это тоже создает какую-то такую графику. И можно также это использовать, будет красиво работать. В общем, все возможно. Главное, вот вам собрать эти отрезочки шелка или другой ткани, кружавчиков, и попробовать их именно, потрогать, да, посмотреть. Можно, опять же, брать все, что угодно. У меня есть банка из-под варенья, у меня есть подстаканник, у меня есть стакан. У меня, вы помните, я вам показывала фотографию, я специально купила такие, потому что они закрывающиеся крышечкой, банки для свечей. Поэтому все, что угодно вы можете подобрать. Может быть, у вас есть какой-то, я не знаю, от старого сервиза что-то осталось, какая-то красивая фужер, без проблем. Можно ей дать вторую жизнь. И теперь вы начинаете это все применять. Можно создать жатку, да, то есть можно такими волнами собрать, можно гладко приклеить, можно соединить их по-разному. То есть здесь вам разгул для фантазии, так же как развиваем воображение. В принципе, тренируем активное воображение. Все то же самое. Берем ткани и смотрим, как они друг с другом сочетаются. И из них что-то придумываем. Ага, красиво так смотрится. Или с какой-то жаточкой смотрится. Или ровненько, или в какую-то складку. Все возможно сделать. Да, я могу собрать. Я могу собрать, чтобы у меня оставалось как бы не закрытая, да, вот, например, да, вот так вот сверху собрать, снизу могу собрать. То есть у меня может быть
стакан весь заполненный шелком, видите, и снизу тоже. А может быть где-то, например, низ будет не заполнен шелком, там просто будет стекло. Все возможно. И вам нужен любой отрез шелка. Если у вас отрез шелка заполняет вашу баночку, все, вы вторые можете не использовать. Вы можете все только им сделать. А если нет, тогда, значит, используйте несколько отрезов шелка. Берете все, что угодно. Берете акриловый клей, берете клей ПВА. Я несколькими клеями делала, честно, сильной разницы я не заметила. Главное, чтобы клей не оставлял никакого цвета, не желтил. Поэтому вот акриловый клей не желтит, клей ПВА не желтит. Поэтому спокойно можете использовать любой клей, который у вас есть. Вам не нужен клей, который прямо из банки. Он, собственно, вам не нужен такой густоты, что ли, клей. Вы можете его спокойно разбавить 1 к 1 с водой. На глаз, чуть больше, чуть меньше. Дело в том, что мы работаем с вами с шелком. Это достаточно тонкая ткань. Поэтому она очень хорошо пропитает даже небольшим раствором клея ПВА, то есть там может не содержаться полностью клей ПВА. Он может быть, ну вот я 1 к 1 примерно разбавила. Все, у вас кисточка строительная, у вас перчатки одели, хотя это опять не так важно, потому что клей ПВА прекрасно отмывается с перчаток. С рук. Ну, с перчаток-то понятно, с рук отмывается. В общем, я сейчас пропитываю клеем ПВА с водой вот свой шелк. Ну, чтобы он был мягкий, чтобы он был влажный, чтобы он хорошо приклеился. Если у вас большое изделие, то, например, вы решили, ну, я не знаю что, вот помните, как этот шар огромный я показывала, вот шар оплести, тогда, конечно, вам удобней развести в тазике клей ПВА с водой, окунуть туда ткань, отжать и, собственно, обтянуть. Естественно, вам надо подготовить рабочее место, потому что оно будет в клее. Обтяните пленкой стол, либо какой-нибудь бумагой. И вот так вот хорошо, да, обтяните. У меня прям не обращайте внимания на горлышко. Мы это потом все обрежем. Видите, здесь у меня все обтянуто. То есть я поставила стакан и обтянула его, наоборот, сверху. А если я обтяну его, и мне нужно будет, ну, как бы наоборот, снизу, да, то я, понятно, низ должна отрезать, чтобы у меня донышко стояло ровно. Все это прекрасно режется, поэтому, честно, все равно вам как обтянуть. Ну, смотрим дальше, сейчас все покажу. Я здесь именно сборку сделала на донышке, поэтому я буду резать и отверстие, да, и дно. Это я вам специально показала, потому что, конечно, здесь будет уже 2 интерации, да, мне придется отрезать и центр, и дно. А на голубой я сделала только 1 интерацию, я только отрезала горлышко. Все. А здесь и дно, и горлышко. Ну, чтобы специально вам показать, что все это не страшно. Еще как следует я пропитала клеем ПВА. И как бы, знаете, так я пытаюсь кисточкой как бы вмять, да, в стакан. То есть у меня и стакан пропитан, получается. И для пущей как бы предосторожности я обтянула резинкой. И, кстати, зря это я сделала. Почему? Потому что будет след. Но опять, кто не совершает ошибок, тот их не исправляет. А если мы исправляем, то значит мы получаем что-то свое, интересное, с каким-то, опять же, декором. Смотрим дальше, все тоже будет. Все, я так сделала, пропитала. Видите, у меня такие интересные сборочки получились. И я все это оставлю высыхать. Не тороплю. Высыхает это само. Не надо торопиться. Да, можно поставить вот батареи, но не надо сушить феном, потому что это же все как следует как бы сцепляется вместе со стаканом. Поэтому это вот прям здорово. Оставьте, пусть это сушится. Очень-очень удобно.
Видите? Все прям подправила. Ну, прям совсем, конечно, можно вообще сделать какие-то ритмичные складки. Но здесь они, мне кажется, не особо нужны. Все, сушим и не торопим. Вот здесь главное не торопить. Сколько это высохнет? Да сколько бы не высохло. Ну, оставьте. Я думаю, вы на ощупь поймете, что это уже сухое. Может быть, сутки вам понадобится, может быть, ночь. В принципе, сейчас батареи работают, они делают сухой воздух. Все, у вас все высохло. Снимаем резиночку. И вот видите, вот у меня остался след. Ну, опять же, след от резинки – это повод задекорировать его каким-нибудь эффектом. Сейчас я беру ножнички и начинаю отрезать, вот, да, освобождать дно, чтобы у меня хорошо стоял мой подсвечник. Все очень легко отрезается. Посмотрите, как хорошо сцеплена ткань со стаканом, ничего не дергается. Сцеплена не только ткань, которая натянута, но еще та, которая в плессировочке, она же между собой тоже склеилась, и со стаканом. Ну, опять, я вас предупреждаю, не берите плотную ткань. Ткань вот как раз вот наша подходит для шелка, для платков. Вот наша плотность очень здесь здорово помогает. Ну и что, теперь, как я и сказала, горлышко освободить легче всего. Все так же аккуратно отрежу. Если будет что-то неаккуратно, ну, конечно, я могу подрезать, да. Если мне совсем не нравится, я могу обработать тесьмой, кружевом, нанести искусственный снег поверху. То есть все, что угодно. Идея разная. Применяйте подключайте свое воображение. И, опять же, наверняка у любого творческого человека куча разных есть художественных материалов. Сейчас я тоже читаю в основах батика, и там девочки пишут, например, ну, есть история знакомства с материалами, и вот пишут, я купила уже это, я купила уже это. Я такая говорю, да, Наталья, у вас уже мини-магазинчик. Ну, действительно, невозможно остановиться, когда приходишь в магазин художественных материалов и начинаешь выбирать. А когда ты уже немножко знаешь, что тебе нужно, так, опять же. Все, видите, как очень удобно я освободила все. Вот мой стакан, уже получившийся, обтянутый шелком. Как же красиво работает вот на просвет вот эти складочки. Ну и, как я и сказала, если вам что-то, да, вот задекорировать, без проблем, берете контур. Да, это не очень удобно рисовать по вот этим складкам. Ровно у вас здесь ничего не получится. Ну, если только на вот этой гладкой поверхности, да, там нарисовать, например, звездочки какие-нибудь. А вот на поверхности, которая такая ребристая, у вас все равно будут неровные истории. Но здесь и не важно это сделать, поэтому я здесь и специально сделала как будто такое переплетение такого тернового веночка по стаканчику. Ну, кстати, тема рождественских тоже свечей, сочельника, мне кажется, тоже очень красиво здесь подходит в тему тернового веночка. Да, заплела такую лозу и все оставляю высыхать. Все, такой тоже прикольный, красивый подсвечник у меня получился. Ну вот видите, да, задекорировать искусственным снегом, задекорировать, нарисовать просто контуром, обклеить просто тесьмой или кружевами. Все, что угодно. Но вот именно на ровной поверхности вы в принципе можете ровно приклеить. Не желтит, не выцветает. Да, когда вы обрабатываете клеем, роспись становится, и вообще цвет шелка становится ярче. К этому быть готовой. Можно использовать, внутри ставить свечку, просто поджигать. Можно заполнить воском, поставить фитиль и наслаждаться уютными осенними зимними вечерами под треск этой прекрасной свечки. Да? Поэтому, опять, все что угодно есть, у всех есть кусочки, обрезочки.
я не знаю, всевозможные, и тем более вы сейчас увидели на фотографиях, что это очень актуально использовать и в коллажной технике, и в пэтчворке, и во всевозможных как бы соотношениях. Можно вместе, можно соединять разные техники. Я не знаю, брать более плотную ткань, например, да, бархат, и она не будет просвечивать, да, в каком-то моменте. И брать какие-то совершенно нежные газовые истории, да, и тоже соединять их. Поэтому пробуйте, делайте. Буду очень рада быть полезной и вашим работам. Действительно, эти подсвечники, свечи, ну, у меня даже несколько, нет, у меня, кажется, одна только свечка осталась. В мастерской я ее иногда зажигаю. Она у меня стоит на окне, я зажигаю, когда у нас есть мастер-класс. Поэтому смотрите, делайте и, конечно, используйте. Ну, а я не случайно сказала такую историю, что для исполнения мечты и реализации целей нужна что? Нужна как бы, ну, команда, нужна история как бы общества, да, общения. Ну и, конечно, нужен учитель, кто вас сопроводит, да, за ручку возьмет, покажет вам, это я намекаю себе, если что, ну, это, который вас поможет и обучит тому, что он знает сам. Да, но это все, конечно, прекрасно, но нужно именно ваше усилие. Именно ваше усилие, и здесь оно ну никак. Здесь нужно, чтобы вы освободили место, освободили время для вашей работы. Но вот скажите, напишите мне, пожалуйста, в чатике, ведь скажите, ведь время, которое вы проводите в творчестве, вы знаете, иногда вот просто действительно у нас день, мы по субботам и воскресеньям действительно рисуем целый день. Оно пролетает незаметно. Вот так вот девочки смотрят на часы, бац, а уже 6 часов, да? Как это пролетело вот за общением, за творчеством, за каким-то прекрасным временем. И вы знаете, люди очень много, да, вот приходят и офисных работников, потому что надо переключать. Не важно, что вы там станете художником, я имею в виду, что это будет ваша профессиональная деятельность. Это даже не про это. Здесь про то, что занятие творчеством, ну, согласитесь, оно дает нечто большее, чем просто, да, вот история там, помогайте. Ну вот скажите, что вам дает занятие творчеством? Согласитесь, что время проходит за этим занятием незаметно. О том, что сколько сил у вас появляется и на вашу рабочую неделю, и на то, что вот вы так немножечко очистили голову. Сколько я прекрасных слов слышу, когда вы уже и на занятиях, и в обратной связи, и в отзывах. Напишите, как вам занятие творчества, что оно дает вам. А я покажу, расскажу про новости, про арт-сезон следующий уже, который так и называется «Зимний». Я буду потихонечку рассказывать и показывать, что у нас в нем будет. Это целых 3 месяца. Про то, что, да, какие события нас уже ожидают в будущем, уже в недалеком будущем. Поэтому и очень буду рада, что вы найдете это время для себя. Давайте покажу. Радость, как в детстве, пишет Лена. Лена Кириченко пишет: Надя, время, проведенное в твоей мастерской, самое прекрасное. Спасибо вам, девочки, большое. Эмоциональная разгрузка. Спасибо. И, собственно, как всегда, смотрите, у вас есть Batik School, да, это batikschool.com, это наш сайт. Там есть расписание. У вас есть телеграм-канал «Школа современного батика», где я выкладываю новости. Поэтому следить за нами легко. От занятий творчества вырастают крылья. Здорово. Поэтому, в общем, можно творить. А дело в том, что батик, чем мне тоже нравится батик, и почему я в батик именно тоже пришла, ведь на самом деле у меня академическое образование, я в батике-то сколько,
25-26 лет. А до этого было чистое станковое искусство, там, это чисто академическое художественное образование. Но почему батик? В нем действительно есть тепло. Тепло утилитарности, действительно практическое применение. И в нем очень много всевозможных применений именно и техник, и знаний, и вот именно где применить эту ткань, вот то, что вы создали. Поэтому мне в нем за столько лет еще не скучно, и я надеюсь, еще долго-долго не будет скучно, потому что это, и честно, знаете, вот иногда ты думаешь о том, что ну сколько еще можно что-то придумывать, а бац, и еще что-то придумается, еще что-то открываешь, и в какой-то цвет попадает. И, например, когда тоже приходишь в какой-то интерьер, смотришь или подбираешь, у тебя же тоже уже очень много материалов в руке. И ты уже знаешь, ага, здесь прям будет супер-супер смотреться, например, одуванчики, а здесь будет поле смотреться и так далее и тому подобное. И вот эта вот тема, то, что вот тоже, вот у нас будет поле, и я же там буду давать на выбор ткани. Ведь на самом деле поле, сделанное на хлопке, на вискозе, на шелке, на льне, будут совершенно разными полями. И вот, собственно, ткань – это действительно ваш помощник, друг. И что еще за столько лет я открыла в ткани, вот вы знаете, в акварели, в масле, да даже в масляной работе можно немножко затушить, перетушить, перегасить, перецветить работу, ну уж а тем более в акварели, да, там очень часто, как это сказать, лучший враг хорошего. Это прям очень частая фраза, потому что действительно цвет в акварели, он одноразовый. То есть там вот именно дала вот это вот такое от светлого к темному, и там, если ты заглушил цвет, ее невозможно исправить. А вот что интересно в батике, может из-за того, что он трехмерный, из-за того, что он работает на просвет, из-за того, что он бликует, и, ну, в принципе, эта ткань, да, она как, я не знаю, как хамелеон. В нем я ни разу еще пока не встречала каких-то диких цветосочетаний и каких-то вот перегашенных цветов, переглушенных. Нет такого цвета, он просто очень такой интересный, сложный получается. Иногда думаешь, боже, как я этот цвет получила, особенно в горячем батике, когда мы идем от светлого к темному, насыщаем, и ты вообще, в принципе, не понимаешь, что получается, потому что идет перекрытие. И тебе в следующий раз, ну, в принципе, не повторить эту работу, потому что ты не знаешь, как ты получила этот цвет. Ну, волшебство, да ты и только. Ну и, в принципе, да, так и есть. Зимний арт-сезон, так и называется волшебство. Сказка, волшебство. Это действительно самое сказочное время. Почему? Потому что мы здесь очень много готовим подарков. Здесь очень много есть времени, которое ты посвятишь себе, дому, мастерской, студии. Почему? Потому что, ну, во-первых, в принципе, не погулять так много, да? Лето – это всегда извне, а зима – это всегда в себе, да? Это всегда такое немножечко интровертное история. И вот здесь вот действительно мы создаем с вами волшебство своими руками. Будем создавать всевозможные подарки. Ну и, конечно, я тут тоже видела, да, Светлана написала, что, и, между прочим, это тоже мой год. Это тоже мой год. Лошадь я обожаю. Это действительно прекрасное животное, которое, ну, вы видели на полотнах Брюлова, сколько портретов лошадей, всадница та же самая, и они действительно прекрасные создания, которые находятся рядом с нами. Вот эту тему пятнистой лошади, я ее как увидела у Hermes, да, так вот она мне запомнилась, и я хотела с ней сделать работу, поэтому скоро будем расписывать шелковый платок в стиле и с этим леопардовой пятнистой лошадью. Хотя это лошадь казахской породы, там заведенная и получившая хорошую, ну, видимо, ей нравится этот климат, и там она сейчас очень популярна.
Естественно, будет много мезенской лошадки красной. Конечно, полетаем на нашей прекрасном икаре с крыльями. А здесь у нас будет, вот как я и сказала, про этот медитативный арт-вечер. Если честно, у меня еще, это будет только второе занятие, и если честно, у меня еще не готово название для этого мастер-класса, потому что я сначала думала о том, что это будет история арт-терапии, медитаций, но когда мы погрузились в этот мастер-класс с девочками, мне кажется, он какой-то совсем многогранный, поэтому я буду очень рада, когда мы с вами вместе какое-то интересное название придумаем. Это вот для этого медитативного арт-вечера шелкового платка, где мы создаем палитру из ограниченного количества краски и, естественно, развиваем активное воображение. Естественно, у нас будет смешанная техника, когда мы будем создавать шелковый платок. Я там также, цветы там будут всегда, но я там также сделаю несколько лошадок, чтобы, если что, мы сделали такое с вами произведение. Есть, естественно, следующий год мы, конечно, начнем с курса искусства росписи шелковых платков, ну и будут у нас зимние всякие истории. Загляну немножечко вперед еще, у нас будет интересные события, мы будем соединять, здесь у нас соединение с зимним пейзажем на шелке, это соединение шибари и скрытого резерва, техники скрытого резерва. А еще у нас будут, конечно, импрессионизмы на шелке, картина. И я очень-очень-очень хочу нарисовать зимнее время любимого, да, вот кто у нас пишет великолепно зиму, это, конечно, Грабарь. И вот эти зимние прекрасные, просто великолепно солнечные дни с этими тенями мы будем рисовать на картинах. Но это чуть-чуть дальше будет. В онлайне, конечно, у нас тоже будут истории с лошадьми. Поэтому вот здесь такая палитра, можно сказать, разных лошадок. И немножко забегу вперед, с ними еще будет и набор. Почему? Потому что я знаю, что вы любите дарить, любите создавать подарки, там, ехать, когда вы едете в гости, брать с собой набор и делать вместе с вашими любимыми близкими. Знаю, что любите творить с детьми, с учениками, с внуками. И вот такая тема у вас будет. Тем более впереди большие новогодние каникулы. И здесь мы будем также... Можно также рисовать, не задумываясь, например, о сборе материалов. Они у вас прям будут в коробочке, но это чуть попозже, я вам все это расскажу. Также в телеграм-канале. Подписывайтесь всем. batikschool.com, у вас будут приходить новости, письма, и Школа современного батика, телеграм-канал. Ну, конечно, во всех соцсетях. И здесь все так же будет все потихонечку приходить, и вы все будете видеть. Насыщаться будет. Ну и, конечно, девочки, не забываем, что у нас есть, потому что меня иногда спрашивают, а где покупать материалы? У нас есть целый раздел с материалами. Да, там, например, не все. Там нету кисточек, там нету палитры, да. То, что можно купить в обыкновенном магазине, даже не обязательно художественном. Но здесь есть палитра красителей Дюпонт, да. Здесь есть краски Оросилк, набор. Здесь есть резервы, здесь есть шелка. То есть вот, пожалуйста, заходите, тем более здесь у нас прибавляются вам баллы, которые вы можете использовать, да, в онлайн-школе, на наших онлайн-курсах. И вот здесь вы опять же можете посмотреть, что вы можете приобрести. Итак, если вы хотите начать осуществлять свою детскую мечту, вот как Лариса, да, вам сюда, это основы батика. Это так же, как и в студии искусства росписи шелковых платков. Мы на самом деле сразу с первого же дня начинаем делать серьезные произведения. И здесь то же самое. Что дистанционно в онлайне, что в студии. Работы всегда интересные и сложные. Поэтому вы будете создавать большие-большие произведения. Угу. Так, здорово. Угу. Все, посмотрите разные, опять же, мастер-классы. Почитайте. Кстати, магические шарфы в ваших цветах.
Это тоже прекрасный подарок, который можно создать за небольшое количество времени, вот когда нужен подарок уже завтра или вчера. Вот это вот прям магические шарфы, это прям по нумерологии рассчитывайте свои цветосилы или цветосилы человека, которому вы создаете, и приходите. Так, Света пишет, что пропала связь. Напишите, пожалуйста, связь есть? Угу. Ух, ребята, какие вы красивые написали обратную связь. Мне очень-очень приятно. Сейчас я, конечно, все зачитаю. Поэтому смотрим, изучаем. Просто заходите в школу современного батика. У вас будет, такой как бы ваш штурвал, что ли, да, на который вы можете изучать. Здесь есть расписание, здесь есть описание всех курсов, и здесь есть, конечно же, обратная связь учеников. Очень полезно читать обратную связь. Я вижу на самом деле, как, вот, например, сейчас проходит Наталья, да, курс по горячему батику. И я вижу, почему мы, собственно, в ленте ответов я прошу именно, да, там создавать, высылать свои работы, потому что, представляете, да, сколько за 10 лет, да, кстати, нам в этом году 10 лет, в декабре будем отмечать, поэтому, ты вот, в данный момент ты можешь создать, например, какую-то одну работу, но ты над ней работаешь, но сколько уже, представляете, какая история. Сколько работ. Это та же самая насмотренность. И я вижу, как Наташа, например, смотрит и дает еще такую обратную связь. Ага, вот это надо запомнить. Вот это надо подметить. У нас вот тоже несколько вебинаров назад был урок из курса горячего батика, когда мы делали работу со штампами. Со штампами, которые вот вообще вот находятся, я даже не знаю, вот здесь вот просмотреть, да даже толкушка для пюре, она может быть красивый штамп оставлять на вашем шелке. Да даже валик, он тоже может быть оставлять прекрасный след. Поэтому подмечайте и, опять же, свою копилочку отмечайте. Я имею в виду, да, делайте такую себе пометку. И что делать? Давайте сейчас зачитаю, что вы написали. Мне это, честно, мне это очень приятно. И я могу также вот отметить, наверное, подписаться под каждым вашим словом, что от занятия творчества вырастают крылья. Вот, Светлана, как у нашей лошади, да, как у Кара. Ведь, в принципе, опять же, Шагал же не придумал этих людей, он же их также представил, он же также летал, да, в своем воображении, может быть, в сне. Кстати, активное воображение также хорошо тренируется во сне, да, в таких каких-то историях. Мне, между прочим, когда я над чем-то думаю, я реально себе даю задачу во сне, перед тем, как засыпаю. Я думаю, и во сне, перед сном, я это все так же начинаю как-то, рисовать, что ли. И вот, знаете, вот когда вот я отрисую все во сне, вот представлю, особенно я люблю считать слои в горячем батике, это я сделаю так, это я сделаю так, и когда у меня это собирается в одну картинку, вот это происходит волшебство. А тут главное запомнить, конечно. Интересно, сколько я снов не запоминаю. Поэтому выпадаю из реальности, пишет Алевтина, просто погружаясь головой в какой-то прекрасный мир. Спасибо большое. Антонина, творчество дает свободу. А ведь действительно, творчество дает свободу. Ведь мир, он, да, вот когда почувствовать себя свободным, вот действительно именно в этот момент. Здорово. Татьяна, теплота общения во время творчества в студии заряжает энергией и радости. Хочется творить и творить. И не только в студии. Класс. Пишет Лена, и я лошадь, но только огненная. Да. Лен, в общем, вот прям мезенская лошадка огненная, это прям наша история про... А ведь заметили ее гриву? У нее же грива еще есть такая, как таким ирокезом. И если туда еще будут у нас вставлены золотые нити, просто огненная лошадь.
Такой хороший стимул для следующего года. Связь есть, да, пишет. Все, я очень рада. Ура, день рождения, да. Юбилей, да, будет юбилей. Угу, это точно. Ну что, прекрасный, спасибо большое за наш эфир, за теплую встречу, за то, что я поделилась с вами. Ведь это так здорово, когда ты, вот, как сказать, ты, конечно, всегда ходишь на какие-то, да, посещения, выставки. Это, естественно, для расширения своего кругозора. Но, знаете, есть такое выражение, когда ты хочешь чему-то научиться, научи этому. И как вот, собственно, так и происходит. Я всегда думаю о вас. И вот, да, и курсы, которые рождаются, какие-то темы. И вот что-то подмечаю, я всегда думаю, так, а вот этим я хочу поделиться. Надо поделиться. И сделаю специально, учусь и фотографировать, сделаю специальную обработку фотографий. Мне, когда я делала фотографии, тоже Юля сказала, говорит, Надежда, вы еще и фотохудожник? Нет, просто, опять же, хочу сделать красиво. И, ну, конечно, естественно, знаю правила композиции и свет. Поэтому здесь все работает. Любой академический навык – это очень полезный навык для жизни. В принципе, даже расставить мебель – это тоже академический навык. И здесь очень здорово, что я могу быть именно вот полезной и радовать и себя, и вас тем, что видит. И спасибо вам огромное, что вы также делитесь. И вам это очень приятно делиться в студии, да, приносить книжки, рассказывать о том, что вы посетили, делиться в этом и в телеграм-каналах. Если будет, кстати, какая-нибудь экскурсия на выставку Шагала, я обязательно тоже поделюсь в телеграм-канале. Если у вас будет время, обязательно присоединяйтесь. Может быть, соберем свою экскурсию, кто знает. Поэтому рада быть с вами, делиться красотой, созданной своими руками, обучать вас, радовать и обязательно восторгаться тому, что вы тоже создаете. Впереди у нас волшебное время. Все наши произведения станут прекрасными, я не знаю, подарками, украшениями для себя, нас и, собственно, наших квартир наших близких. Конечно, подарят вот именно тепло, именно авторских подарков. Что еще круто в авторских подарках, что никогда человек не забудет, кто ему подарил этот подарок. А когда, вы знаете, мне еще очень-очень нравится приезжать в гости и видеть созданное мной, которое уже как бы и не я. Да, вот эта картина или это, например, подушка, я на нее смотрю, я понимаю, да, это мое произведение, но оно уже как бы окутано этой аурой. Ну, это тоже какое-то совершенно другое ощущение и волшебство. Окружаем себя теплом и красотой, созданные своими ручками. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. И Светлана пишет, спасибо за этот вечер, за каждую минуту, проведенную вместе. Это время очень ценно для меня, наполняет самыми приятными впечатлениями. Сердце наполняется теплом, а душа становится воздушной. Спасибо вам большое. Я очень рада. Значит, все не зря, все не случайно. До встречи! В нем очень много практичности. Это и аксессуары, это и интерьер, это и одежда, светильники, картины, панно, подушки. Кому интересна тема аксессуаров? Аксессуаров много не бывает. Тема платков в батике, ну, можно сказать, это визитная карточка. Очень многие художники себя выражают именно через платки. Это прекрасный подарок, прекрасный вид творчества, я его обожаю в батике. Каждый найдет все то, что ему дорого и интересно. Я могу вечно смотреть на то, как краска растекается по шелку. Для меня это как медитация, как успокоение.